Вы все правильно поняли. Кёраку Сюнсуй показал свой банкай в 35-й серии аниме Блич «Тысячелетняя кровавая война». Банкай. А визуальная форма его банкая с внушительными достоинствами Небо видно только наполовину. пришла прямиком из филлера «Восстание Занпакта». Так получается, филлер канон? И да, и нет. Ну а рассказывать про серию буду я, Стил, ведь вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. А серия начинается с победного смеха Куроцучи Майюри. Вот только смеяться ему рано, ведь его банкай Конжики Ашисоги Джиза разлетается на мелкие кусочки. Это событие 640 главы манги, и здесь вырезана сцена, в которой Майюри спрашивает свой банкай, не болит ли у него животик, ведь ему нужно будет переварить перниду. А следом добавляет, что специально создал его беззубым, иначе бы пернида размножился и уничтожил его изнутри. После чего банкай разлетается на части. В аниме этой части сцены нет, и банкай просто взрывается изнутри. Причем в манге Куба рисует, как у банкая отлетает глаз. Как он сам говорил в интервью, он не надеялся на аниме продолжение, и поэтому он рисовал ТКВ без оглядки на то, что сцены могут вырезать для показа по ТВ. И он был прав. В аниме взрыв банкая длится 15 кадров, а отлетающий глаз всего лишь в 3. Так что у нас еще один случай цензуры. Я уже боюсь, что они испортят облик богини грома. А дальше нам показывают, как Урахара и Кёраку замечают, что с Майюри что-то не так. И по манге этот момент происходил уже после окончания битвы с Пернидой. То есть бой Майюри успел закончиться до начала боя Кёраку. В аниме же они идут параллельно. И когда нам показывают Хирака, в аниме снова вырезан кусок диалога из манги, где поредевший отряд подсчитывает потери и тех, кто все еще в строю. В аниме же это не совсем нужно, ведь нам буквально по лицам показывают, кто из шинигами все еще жив. Тем временем Лилье, проследив за боем Исиды, переводит прицел обратно на них и подстреливает Киараку, который резко остановился. Признайтесь, в этот момент у вас тоже сердечко ёкнуло. Но все просчитано и идет по плану Сюнсуя. И момент с прочитыванием стишка «Дарума-сан упала» в аниме визуализирован просто на 10 из 10. Особенно учитывая то, что в манге это просто текстовые фреймы на черном фоне. Тут стоит сказать, что здесь, как и в предыдущей серии, все диалоги между основными персонажами перенесли досконально. И не зря. Кёраку, как и Майюри, очень любит поговорить в своих битвах, и лучше бы здесь ничего не вырезать. Итак, после того, как Сюнсуй удивляется, что Баро не знает игру, в которую он начал играть, приходит Нанао. Кёраку отсылает ее подальше от поля боя, но так говорит, что вернется, и если главнокомандующий к тому времени помрет, она выбреет ему грудь начисто. Жестокая женщина, я бы с ней не шутил. Следом Сюнсуй объясняет противнику правила игры, и здесь это даже сюжетно оправдано. Если кратко, это немного измененная игра «Море волнуется раз», где тоже по окончанию стишка следует замереть, а иначе проиграешь. Вот только в играх Киараку ставка — это жизнь. Я не буду пересказывать в видео правила игры, и как именно Сюнсуй оказался за спиной у Баро, в аниме механика работы расписана достаточно подробно. Ну, это если перевод, в котором вы смотрите, нормальный. А если вы ищете компанию, то аниме посмотреть можно вместе с Фаустом. Он как раз снимает реакции на Блич ТКВ, Аркейн, Блю Лок, Черный Клевер, Джоджо и не только. Обязательно переходите по первой ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Тем не менее, вам будет интересно узнать, что Chocolate Inglés, игра, которую упоминают Лилье, родом из испаноязычных стран. Так что список стран, откуда этот снайпер родом, довольно велик. Можете накидать свои предположения в комментариях. Дальше Кёраку рассказывает, что во время битвы опытные бойцы не верят слепо глазам, а больше доверяют рейкаку, чувству, позволяющее ощущать реацию. И в манге визуализация в этом моменте отличается от версии из аниме. Если вы не поняли, то, может быть, эта страница вам поможет. Учитывая то, что Баро на такое повелся, оцените мощь реацию Киараку и умение ее контролировать. Это нам еще понадобится.
учиться. Дальше в аниме нам показывают, что Нанао догнала остальной отряд шинигами и передала приказ двигаться дальше. В манге этот момент был чуть позднее, уже после того, как Киараку прострелили ногу. Сама сцена имеет лишь минорные изменения. Например, в манге показывают лицо у Китаки, в аниме же он стоит спиной, показывая, что персонаж умер. А еще в аниме Хирака не упоминает, что он остался в группе за старшего. О, еще один крутой пролет камеры. Ну, это Блич. Ничего удивительного. Итак, Киараку атакует снайпера, который настолько быстр, что уклоняется от первого удара Кагеони. И заметьте, дальше он перестает пользоваться Кагеони в битве, потому что понимает, что это уже бесполезно, раз не получилось ударить даже из-под тишка. Тем не менее, Баро еще раз простреливает Киараку, который снова не он. Игра называется Чии-чан но Кагеокури. Играть в нее просто. Солнечный день, встаешь в любую позу и смотришь долго на свою тень, а потом резко вскидываешь голову в небо и быстро моргаешь. И там, на небе, ты на пару секунд будешь видеть остаточный образ своей тени. В Бличе то же самое, только с Рейяцу. Киараку подобрал игру, контрящую противника, и начинает ее использовать по полной. Дальше он рассказывает про то, что детишки могут играть со взрослыми, пока не утащат в ад. Не слишком ли у девочки накрашенные ногти? Ах да, это же ранний тизер духовной формы его банкая. Видите, у тени девочки такие же закрученные волосы, как и у Катен, его занпакта. Момент с кучей теней Киараку, кстати, очень круто сделан. Я похлопаю. Но победа на этом моменте была бы слишком легкой. Баро третий раз открыл глаза, воспользовавшись силой оси X. Теперь не только его выстрелы проходят насквозь, но и удары мечом проходят насквозь его тело. Читер? Читер! И так мы узнаем, что Лилье первый среди Квинси, который получил шрифт. Если что, Пернида не считается. А почему, я отвечал на это в предыдущем ролике. И если вы не поняли, почему у него такое странное условие открыть глаза 3 раза подряд, то я могу вам объяснить. Скорее всего, это Яхве дал ему это условие. Иначе его сила была бы слишком имбовой, и он уничтожал бы все, что видит. А это тоже плохо, ведь тогда Лилье не будет получать нового опыта и учиться. А как мы помним, после смерти Квинси отдают императору все накопленные знания и опыт. Поганый кусок сыра поверил Яхве, которого считает богом, и поэтому неукоснительно соблюдает это условие включения фольсштендинга, после которого он становится еще большей имбой. Как вы уже заметили, в этом видео я стараюсь рассказывать про разные мелочи, которые вы могли не заметить, нежели просто пересказываю серию. Так что я буду не против, если вы поддержите меня подпиской на Бусти. За малую сумму вы получите ранний доступ ко всем видео. Сделать это можно по первой ссылке в описании или отсканировав QR-код. А отдельное спасибо главному герою Onyx Dragon и главнокомандующим Найт Киви и Николаю Бондаренко. Дальше в аниме нам показывают, как Киараку, теряя кровь, прячется от фольштендинга Лилье. И я обязан показать вам, как обычно, шикарный русский перевод манги. Но Баро так просто не отпускает Одноглазого, и тот решает применить Кида. Хада номер 78 даже без заклинания. Почти что Айзен в молодые годы. Дальше по манге появляется Жерар Валькирия, но его бой скорее всего перенесут на 4-й кур, поэтому в аниме его не показывают. Зато показывают Аскина и Ичига, и это новая сцена. Ну, точнее переделка сцены из манги. В манге Ичига не приходил к Аскину, это он сам столкнулся с ним и объявил, что разобрался с Гримджоу в своей обычно полушутливой манере. Ичига же не ведется на шутку и добивается от Аскина правды, но не успевает, ведь Киараку включает банкай. В аниме же, как вы помните, Ичига сразу же нашел Аскина, который разобрался с Гримджоу, а затем они начали разговаривать в одном из переулков Варвельта. В аниме Аскин не настолько шутливый и сокрушается, что не хотел сталкиваться с Ичига, ведь его трудно победить. Кроме того, Аскин говорит прямым текстом, что Ичига нельзя отравить Рейши, как обычно это делает Аскин. Следовательно, он очень неудобный противник. Правда, потом он говорит, нужно только изменить вкус. И уже после этого их обоих накрывает банкаем. Удар Кида совсем никак не повлиял на Баро, и Киараку включает свой банкай. Вы же помните, что он хотел его включить против Старка, но это не дал ему сделать Укитаки, и он был прав. Огромное по площади поле не щадит никого, ни врагов, ни друзей. Активируя он банкай в небе над Каракурой, и тогда сложно было бы представить, сколько потерь было бы среди шинигами. Сама же анимация включения банкая — моя
Мое почтение. Последний раз такое показывали только у Ичибея. И давайте сразу пройдемся по смыслу банкая. Катен Кёкоцу Карамацу Шинджу переводится как «искусство цветущего до небес безумия», Роскомнадзор любовников под засохшей сосной. Роскомнадзор — основная тема его банкая. Если Шикай Кёраку олицетворяет детство, то банкай — юность, во время которой многие совершают импульсивные необдуманные поступки. И в этой сцене вырезаны диалоги с 5-й страницы 648 главы. В манге Ганзю, Чат и Орихиме комментируют то, как они ощущают этот банкай. В аниме же нам их показывают без диалогов. Тем временем начинается первый дан банкая — нерешительное разделение ран. Как вы помните, в театральном представлении Кёраку под сосной сидят любовники. И что же они делают? Один в порыве гнева или страсти нанес другому раны, осознал, что он делает, и опечаленный этим продублировал на себе эти раны. Но, к сожалению, не умер от них. Второй дан — ложе стыда. Другой сожалеет о том, что сделал со своим партнером, падает на пол от стыда и поражается неизлечимой болезнью. Третий дан — бездна. Под сосной два любовника совершают двойной Роскомнадзор, прыгая в реку, чтобы проверить их общую решимость. И именно в этот момент Кёраку видит визуализацию своего занпакта — Катен. А как мы помним, занпакта в обычных условиях можно увидеть только в своем внутреннем мире. Следовательно, внутренний мир Кёраку — это его банкай, безжизненная бездна. Сравните с Ичиго, кстати. И судя по словам самой Катен, Сюнсуй очень редко включает свой банкай, чтобы увидеться с ней. А тем временем он в реальном мире ухлёстывает за женщинами, на что безмолвно взирает его меч. И ревнует, очень сильно ревнует. Их дуэт в аниме выглядит просто шикарно. Мне нравится. И, как я и говорил в начале, ее облик взят из филлера «Восстание Занпакта». Получается, филлер теперь канон? Да нет, только внешние образы мечей. То есть, если нам покажут в какой-нибудь новой сцене аниме разговор Ренджи со своим Занпакта во время банкая, то мы увидим обезьяну и змея из филлера, ведь все облики мечей были задизайнены лично Тайта Куба. Так что если вы смотрели Блич без филлеров, то я настоятельно рекомендую посмотреть его. С точки зрения же Блич механики, Сюнсуй делает тест на реацию. Обладая одной из самых сильнейших реаций в ГТ, своим банкаем он может победить практически любого противника, за исключением читеров, типа Айзена из Мукена, Ичибея или Яхве, потому что остальных он передавит своей реацию. И, наконец, происходит последний дан. Тут вообще очень простая сценка. Партнерша убила партнера за его дрянной характер. Если сравнивать этот момент в аниме и манге, то в аниме стилизация выше всяких похвал. Мне эта версия нравится даже больше. После уничтожения Баро, изможденный Кёраку падает на колени своему мечу. И здесь выясняется, что Катен по характеру цундере, повзрослевшая и большегрудая, но все равно цундере. Наверное, одна из красивейших визуализаций среди всех мечей. После чего серия заканчивается. Что можно сказать по итогу? Последние две серии не наполнены огромным количеством сочных анимаций, как в схватке Абарая и Исиды. Плохо ли это? Да нет, каждой сцене свое прочтение. И если по сюжету надо замедлить бои и насытить их диалогами, то не надо устраивать из боя цирковое шоу. Стилизация крутая. Катен выглядит просто роскошно. Вырезали из манги не так много и по делу. В целом я доволен. А вот довольны ли вы? Напишите в комментариях, куда вас и приглашаю. Не забывайте ставить лайки. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.